Привет, друзья! Меня зовут Юля, и вы на канале «Каревы. Жизнь на Кипре». Сегодня 23 сентября, и я хочу ответить на ваши часто задаваемые вопросы. А именно, самым важным таким главным вопросом, который мне задают последние несколько дней, это как прилететь на Северный Кипр и нужна ли виза. На Северный Кипр можно прилететь тремя способами. Первый способ – авиа через Турцию, перелет через Турцию, через Стамбул, Анталию, и вы попадаете в Эрджан. Аэропорт называется на Северном Кипре Эрджан. Также вы можете долететь до Южного Кипра, если у вас есть шенгенская виза, и там уже на транспорте, на такси вы доедете до Северного Кипра через пропускной пункт. Кстати, вам ничего, ни в паспорт, ничего ставить не будут, не бойтесь, если кто-то боится. И также можно попасть на пароме через Турцию морским путем. Есть город Таджушу, от которого ходят паромы до Северного Кипра. За 2-5 часов вы попадаете на Северный Кипр. Нужна ли виза? Виза на Северном Кипре не нужна. Вам нужен паспорт, загранпаспорт, и вы по прилету на границе, вам таможенники поставят 30 дней пребывания. Если у вас есть недвижимость, либо у ваших родственников, то вы можете попросить, и вам поставят 60 дней. Если у вас титул вы можете показать, то в последнее время не хотят, но со скрипом могут поставить 90. Далее вам нужно делать ВНЖ, если вы хотите быть на Северном Кипре. Далее важный вопрос: сколько нужно денег на месяц на семью, можно ли рассчитаться картой МИР? На Северном Кипре приблизительно средний бюджет на семью, за минусом, я не считаю аренды машин, квартиры, каких-то ваших изобилий, на самое основное, на питание, на какие-то основные вещи, нужно на семью в районе, это я говорю от этой цены, от $1000. И вы можете рассчитаться картой МИР, пока что снять деньги в банкомате Зират-банка. В остальных банках отказ. Какие документы необходимы для прилета на Северный Кипр и для покупки недвижимости? И нужно ли переводить эти документы? На Северный Кипр нужен паспорт. И когда вы будете лететь, если вы хотите приехать сюда жить с семьей, то вы возьмите свидетельство о рождении на детей, также возьмите свидетельство о браке, аттестат со школы. Но переводить ничего не надо, ни на какой язык, никакой апостиль, нигде ничего не надо ставить, апостилировать. Здесь местные нотариусы вам все переведут на турецкий язык, на английский. В общем, ничего вам не нужно в ваших странах делать. Для покупки недвижимости также я рекомендую взять справку о несудимости. Это нужно для того, что если вы в последующем будете подаваться на титул, то вам нужна справка о несудимости, она год действительно, кстати. И также она нужна, если вы будете подаваться на ВНЖ по покупке недвижимости, потому что вы будете подаваться по покупке, и вам нужен будет документ ДОСЯ, который вы будете брать, когда будете подаваться на титул. То есть это такой взаимосвязанный процесс, и вы без справки о несудимости не сможете сделать себе ВНЖ. Если у вас нет титула недвижимости на Кипре, вы не сможете себе сделать по покупке ВНЖ. Вот, поэтому вот справка о несудимости. Дальше. Минимальная стоимость квартир в аренду и на покупку. Знаете, очень все... Вот я вам сейчас скажу информацию, а завтра она может быть другая. Все очень меняется, потому что, я как всегда говорю, что спрос регулирует предложение.
Поэтому вот сейчас цены выросли, и здесь даже не столько вопрос в цене, сколько дефицит. Очень большой дефицит недвижимости. И у меня есть несколько запросов на определенные комплексы 1+1, 2+1, на определенные районы, и мы не можем найти людям недвижимость. И когда хотят люди какого-то уровня определенного квартиры, вообще я столкнулась с тем, что каких-то новых квартир, красивых, современных, все меньше и меньше. Если еще где-то что-то старенькое можно найти, то уже как-то новое, проблематично. Поэтому цены начинаются от 500 евро, имейте в виду. А по покупке недвижимости, я вам сразу скажу, здесь нету квартир за 40 тысяч фунтов. Может, какие-то старые квартиры, но мы их не продаем, мы их не предлагаем в каких-то не очень районах. Квартиры начинаются, минимум, вот в Алсанжаке есть вторичка, хозяин хочет 53 на руки, 53 тысячи фунтов. Кстати, заметьте, что сейчас фунт упал, и некоторые цены сейчас начинают говорить в долларах. Если раньше в фунтах, потому что здесь образование, автомобили в фунтах, на недвижимость в фунтах цена, это британская колония, то сейчас, вот именно сейчас, многие деньги переводят в доллары. Мы даже свою квартиру продавали за 57 тысяч фунтов, это было 70 тысяч долларов, а сейчас 57 тысяч фунтов, это 63, по-моему, тысячи долларов. Поэтому у нас сейчас 70 тысяч долларов квартира, а сколько это фунтов, неважно. Поэтому квартиры в аренду от 500, евро, а квартиры на покупку от 55 тысяч фунтов, не меньше. И приличная, более-менее хорошая, ближе к 70, рассчитывайте так. Дальше, что нужно, чтобы получить ВНЖ? Для того, чтобы получить на Северном Кипре ВНЖ, вы можете либо купить недвижимость, получить по покупке недвижимости, как я вот видео снимала несколько раз, рассказывала. Также можно снять по аренде. Также вы можете, кстати, для того, чтобы хотите остаться на Северном Кипре, вы можете получить студенческую визу, как студент здесь находиться, либо рабочую по работе. Вот. Чтобы получить вот ВНЖ нужно, если по аренде, то вы должны показать 3 минимальные заработные платы в месяц умножить на 12 и плюс показать договор аренды и стоимость этой договор аренды, зарегистрированный в налоговой обязательно. Если вы хотите по недвижимости, по покупке, то вам на счету нужно показать одну минимальную заработную плату в месяц, то есть 12 в год минимальных заработных плат. А если переводить это вот в долларах, я вам скажу, около 10 тысяч долларов нужно показать по покупке недвижимости и около 20 тысяч показать по аренде на членов взрослого семьи. Взрослого. Детей не считают. Детям не надо открывать счет и показывать. Я вам так быстренько сегодня хочу все это рассказать, потому что я часто задаю вопросы, и люди действительно сейчас, у многих ажиотаж, и они спрашивают одно и то же. Какие документы нужны и как вообще здесь можно учиться, какие школы есть и университеты. Дети здесь могут учиться в школах. Здесь есть турецкие частные школы, британские частные школы, государственные турецкие школы. Образование здесь в основном на английском языке, в турецких школах на турецком, но там также преобладает английский. Для того, чтобы учились ваши дети в школах, в частных либо в государственных, вам нужно получить ВНЖ. Вы можете податься на ВНЖ, и детей уже возьмут в школу. Где-то не
требуют ВНЖ, но по правилам Северного Кипра нужно ВНЖ. Обучение в британских школах начинается где-то в районе от $5000 в год, в частных, а в турецких частных школах начинается от $2500 в год. Детские сады также здесь платные, стоят они в районе $200-300 в месяц. И для детского садика ВНЖ, кстати, не надо. Так, значит, по университетам. Сейчас идет человек, мы работаем с человеком, который занимается университетами. У нее компания своя по университетам. Сейчас с утра до вечера она занята, потому что сейчас идет, как знаете, люди хотят в последний вагон впрыгнуть. Если у вас ребенок студент, и вы хотите поступить в университет на Северном Кипре на разные специальности, здесь есть университет известный ГАУ, ЭМУ, также Арукарт, мы работаем с университетом, Финал, на разные специальности, то вы уже срочно пишите нам и звоните, потому что завтра может быть последний день, скажем так, приема. Следующий прием будет только в феврале. Вот. Можем максимальную скидку вам выбить. Если у вас ребенок с хорошим аттестатом, он может получить 100% грант бесплатно, и он только оплатит за такой базовый, там страховка раз в год они там оплачивают, то есть базовую стоимость. Да, об этом вы можете узнать у нашего главного куратора, я вам дам ее контакты. Она занимается университетами непосредственно. Вообще с 6 университетами, которые аккредитованы, и ваши дети могут учиться далее потом в Европе, продолжать высшее образование, либо получат диплом, который им позволит работать в Европе, ну вообще где угодно. Как относятся к русскоговорящим людям на Северном Кипре сейчас? Вы знаете, очень много, конечно, здесь иностранцев. Мы познакомились, вообще такое количество немцев приехало. Мы сейчас сидим в ресторане, вот в этом ресторане вообще нет русскоговорящих, кроме меня, я тут кричу. Здесь англичан очень много. Здесь, ну, есть также русскоговорящие люди, их все больше и больше приезжает, и к ним отлично относятся. Ну вот, хорошо относятся к русским на Северном Кипре, к русскоговорящим людям. Они спрашивают, там, ну, откуда, разговаривают. Ну, то есть все отлично, нет никаких вопросов. Я спрашиваю ребенка в школе. В том году она была одна в классе, в этом году у нее уже 6 русскоговорящих детей, она счастлива. Нету, ну, никаких вопросов. Вот все хорошо, и слава Богу, мы должны все жить дружно. В 21 веке мы должны все жить мирно и дружно и посылать любовь друг к другу. И только любовь, она спасет мир. Душевная красота, любовь к ближнему человеку, любовь к жизни только спасет всех. Ребята, я быстренько пробежалась по всем вашим вопросам насущным. Хочу, чтобы я была максимально вам полезна. Если вам понравилось видео, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Сейчас такой еще важный вопрос, вот забыла сказать, по переводу денег. Есть несколько способов перевода денежных средств. Если вас волнует этот вопрос, то наша компания помогает. Также свяжитесь с нами, и мы вам все расскажем, дадим вам нужные контакты и максимально поможем вам. Все, до новых встреч. Встречаемся на Кипре.